Можно начать с нуля и получить кусочек счастья, это возможно. А ракетка вот это стоит больше 10 тысяч рублей. Мы прям все там до копейки там выскребли, там это была такая история. Проблема, пардон, в головах. Нужно просто что-то делать. То, что нравится, вообще замечательно. Костя, перед съемками, когда я тебя спросила, каким бы полезным опытом ты мог бы поделиться, ты сказал мне, наверное, умением начинать все с нуля. Что ты имел в виду? Специальность, которую я получил до травмы, она стала неприменима в этой жизни. Я обслуживал корабли и занимался грузами, которые приходят на них или уходят. Стало это невозможно просто на борт судна не подняться на коляске. Освоил новую профессию для себя, стал дизайнером в полиграфии. Вот это следующая точка, она вроде как нулевая. Там начал развиваться и спорт, теннис. Большой теннис. Начал с нуля. Тренировался, параллельно работал. Потом случилась травма в теннисе. Новая отправная точка – это бадминтон. Но ты мне сейчас рассказываешь хронологию событий. А я тебя прошу поделиться опытом, что такое начать с нуля. Ведь оказавшись в нулевой ситуации, такой совсем стартовой, можно и в минус уйти, а можно и в плюс. А как можно уйти? Что может помочь, как можно себя мотивировать и успокоить? Тут, понимаешь, а как можно уйти, если ты в нулевой точке, уйти в минус? Куда? Ниже пола не упадешь. То есть что сказать, терять-то нечего? Если ты чем-то начинаешь заниматься, ты все равно растешь. То есть если ты ничего не делаешь, да, безусловно, ты там в нулевой и останешься. А если ты что-то делаешь, то да, ты начинаешь расти. Наверное, нужно просто что-то делать. То, что нравится, вообще замечательно. Костя, зачем ремни? Она должна быть с телом одним целым. И поэтому по возможности стараемся максимально зафиксироваться, чтобы любое движение, не знаю, плеч, головы, оно все передавалось на ноги, в смысле на коляску. То есть что является ногами. Соответственно, если выезд на соревнования или сборы, вы едете безусловно со вторым комплектом. Да, любимые авиакомпании, которые не имеют у себя бесплатного перевоза колясок, это начинается такая эпопея. Летели из Уганды. Господи, насколько ж мы попали? Больше $2000 нам зарядили. Да, за дополнительные места. И вам пришлось оплачивать? У нас был выбор остаться в Уганде. Мы прям просто, у нас это на всех, и мы прям все до копейки выскребли. Там это была такая история. Кость, большинство людей при слове бадминтон, игра в бадминтон, подумают о чем-то таком легком, игре на отдыхе, за городом, но не о профессиональном спорте. Бадминтон, в общем понимании, это в первую очередь пляжное развлечение на открытом воздухе.
спорт ничего общего не имеет с этим направлением. Если в цифрах, то скорость полета валана самая быстрая среди всех вот игр, игровых видов спорта с летящими снарядами, там, то ли 400, то ли 500 км в час. Это не игра друг на дружку, чтобы дольше, а наоборот, валан надо убить, и это постоянная беготня, ловля противоходов, перенапряжение, то есть это выматывает. И каждый раз нужно максимально быстро запустить коляску и максимально быстро остановиться, поднять руку, сыграть и опять. Ты в двадцатке мировой. Да. Я был 14-й, потом приключилась, опять-таки, да, потом приключилась травма в прошлом году. Я сломал себе палец на рабочей руке. Я с ним и на чемпионат мира съездил со сломанным, и потом еще турнир национальный отыграл. Прости, а как можно играть турнир со сломанным пальцем рабочей руки? Всегда есть какие-то обезболивающие, всегда есть лед, и всегда есть незнание, что он сломан, а ожидание, что он вывихнут все-таки. Там, на самом деле, история такая, что и диагноз был вывих, а потом оказалось, что перелом, и хорошо, что так, потому что если бы диагноз был другой, то чемпионат мира бы накрылся для меня, и меня бы там туда бы не повезли. А так, в общем, все случилось, и все случилось хорошо. И я съездил, и... То есть сейчас для тебя это все, это образ жизни, это работа, на которой я каждый 6 раз в неделю я прихожу с утра на эту работу. И тренировки длятся? 4-5 часов. Записываем мы с тобой выпуск в период, если не паники полной, то тревоги. Да, любой нормальный человек сейчас испытывает тревогу, потому что непонятно, что будет завтра, какие еще новости придут про вирус, про курс, про политическое устройство. Как не впадать в тревожное состояние, как вообще вести себя в ситуации, когда непростой ситуации, но на развитие которой ты повлиять не можешь? Про политическую ситуацию повлиять не можешь, наверное, это неправильная позиция, и мы в теории все должны мочь влиять на ситуацию в стране, но, к сожалению, у нас это не совсем получается. А почему, как ты думаешь? Это устройство государственное, законодательная база, которая не позволяет людям высказывать свое мнение открыто. В самой Конституции записано, что у нас волеизъявление свободное и там сборы и митинги свободные. Но это же не так. Само государственное устройство задавливает этот процесс свободного волеизъявления и принятия решения человеком каждым. Потому что каждый должен иметь право решать судьбу нашего государства и общества. К сожалению, большой спорт не то чтобы обязывает, а так часто получается, что свое мнение высказать проблематично. Например, я пока не понимаю. Мы сейчас уйдем не туда. Ты имеешь в виду, что ты не можешь озвучить какие-то проблемы? У нас, к сожалению, сейчас... что-то лишнее запустить у себя на стене, это может привести не только к уголовному делу, но и к тому, что повлияет на финансирование. Ты опасаешься этого или ты видел такие примеры, были такие прецеденты? Я видел такие прецеденты, и я опасаюсь. А мы конкретный пример можем привести? Что это было за пример? Не стоит. Раз уж мы затронули финансовый вопрос,
все-таки насколько не хватает финансирования, насколько это большая проблема? Но финансирования не хватает критично. Часть идет от федерального уровня, часть от регионального, поэтому сложно сказать, кто не додает. О каком масштабе проблемы мы говорим? Нет финансирования вообще? Нет, Да? просто не хватает. Это другой разговор. Кто-то идет на турнир, кто-то не идет на турнир. Частично выезды добиваются, там, 3-4 выезда в год за счет регионального финансирования. Ну и получается 3-4 региональное, 3-4 федеральное, а в сумме 6-8. Да, а надо 9-12. Вот. Пара-бадминтон дорогой вид спорта? Но опять-таки, как любой профессиональный вид спорта, да, дорогой. Ну, давай конкретно. Вот ракетка. Да? Это где-то раз в 2 недели уходит одна ракетка. Раз в 2 недели она перетягивается. А сколько ракетка стоит? Ракетка вот эта стоит там, больше 10 тысяч рублей. В профессиональном бадминтоне какие-то уникальные валаны. Расскажи, пожалуйста. Просто они перьевые и, соответственно, лучше летят, лучше управляются. Но проблема в том, что, да, вот они ломаются, перья довольно хрупкие, достаточно сделать вот так вот раз, и оно все сломалось. Вот, оно отваливается, и после этого валон теряет стабильность полета. Ну вот, грубо говоря, на месяц на какую сумму тебе нужно валанов? Ну, 27-30 тысяч рублей на валаны. Вот. Ну, плюс перетяжка ракеток, плюс струна, плюс ракетки ломаются, они хрупкие, тонкие, ну и там мелочь, там покрышки, в общем, форма. Мы давно знакомы, и часто от фонда, когда какие-то новости нужно прокомментировать, мы к тебе обращаемся, но каждый раз, будь то там допинговый скандал, да, и перспектива недопущения до Паралимпиады, ты говоришь, так, подождите, вот сначала я услышу официальную информацию, там, а не какие-то вбросы, посты в соцсетях, тогда как бы обсудим. То есть ты каждый раз, у тебя получается сохранить разумность, да, не суетиться, не впадать в какие-то массовые психозы. Просто принятие решения какого-либо должно опираться на факты. Я так считаю и уверен, что это правильно. Если фактов недостаточно, то, скорее всего, принятие решения может быть ошибочным. С вирусом, сложнейшая ситуация. Я практически уверен, что всей правды и всей реальной картины мы не видим, и нам ее не сообщают. Я не уверен, что та информация, которая нам доступна, она соответствует действительности. Не впадать в панику. В конце концов, сама статистика по вирусу, наверное, не так страшна, как бывало и хуже. Но если вакцина будет, значит, будем жить, и у нас будет еще один вирус, который так же, как, я не знаю, там, кори или там чума. А с курсом валют это прям печальная история. Как не впадать в панику? Не знаю. Я почему-то в нее не впал, хотя хотел. А вот почему ты вот сейчас перечисляешь такие-то вещи на грани? Так спокойно об этом говоришь.
спортивные мероприятия, которые, да, постоянно связаны с какими-то неудобствами и проблемами, они приучают смотреть на вещи трезво и без паники. Ну, в конце концов, если мы начнем паниковать, что изменится? Что произойдет? Кроме паники ничего. Надо как-то воспринимать все более-менее спокойно и пытаться решить эту проблему в первую очередь на своем локальном уровне, ну и потом, если есть возможность, влиять на глобальные какие-то изменения ситуации в лучшую сторону. Ну, оно круто, но прям слишком. Сейчас, конечно, отмена идет постоянно, отменились сколько уже турниров? 2. Отменяются или переносятся, Нет, вот но- как сейчас принято, все на осень? Нет, у нас идет информация об отмене. Различные виды спорта переносятся на осень. И там будет такой аншлаг, что, я не знаю, там, наверное, просто там элементарно не будет хватать мест там, либо в гостинице, либо будут залы заняты и так далее. То есть как оно там будет, непонятно. Как это может повлиять на вот, сферу инваспорта? Да, отрицательно, потому что все-таки игровой опыт – это основа. Ну, ты сам что думаешь сейчас? Какие эмоции? Ну, засиделся уже здесь, в Питере. Хочется поехать куда-нибудь, уже 3 месяца тут. Это срок. Без выездов, конечно, да. Угу. Ты выложил в интернет ролик, такую краткую презентацию, да, своей спортивной деятельности, свое видео представление. И там такая фраза: сначала нужно завоевать инициативу, потом реализовать ее, и тогда будет результат. В самом бадминтоне необходимо перед тем, как выиграть розыгрыш, завоевать инициативу. Потому что иначе не получится четкого выигрыша. Будет случайность. Может быть, ты выиграешь, может быть, ты не выиграешь. Но вот тут, как и в жизни, соответственно, если ты инициативу не реализовал, то возникает такой момент, что ее нужно снова как-то завоевывать. То есть, по сути, имея какие-то, ну, условно, бонусы в жизни, от жизни, да, преимущества, если при этом существовать в каком-то бездействии, отсутствии развития, есть риск остаться в проигрыше. Если в твоей, не знаю, карьере или еще в чем-то ты мечешься или там пытаешься, не знаю, там перепрыгнуть через какую-то голову, там сделать щелку, чтобы у тебя все получилось, может быть, получится, а может быть и нет. Если ты последовательно стремишься к своему результату, то тогда шансов больше. Почему ты согласился рассказать свою историю? Надеюсь, широкая аудитория Ютуба. Ну, наверное, в первую очередь это посыл, связанный с популяризацией спорта и непосредственно нашего вида спорта. Почему ты хочешь рассказать как можно большему количеству людей о нем? Ну, Зачем тебе это? сейчас складывается такая ситуация, ну, в частности у нас, что нету преемственности. Опыт, который накоплен, его надо куда-то передавать, чтобы следующее поколение уже росло выше нас. Пока этого притока не наблюдается, откровенно Почему? говоря. А у нас не раскрыта тема инваспорта, там, не знаю, ее не раскрывают СМИ, ее не раскрывают. У нас есть там, не знаю, там футбол, волейбол, теннис. Это все замечательно. Но есть огромные достижения в другом инфополе, в параспорте, о которых никто не говорит или говорят, но мало. Соответственно, сам информационный поток, он до спортсменов,
потенциальных до их родителей не доходит. А это действительно интересное занятие, которое может стать не просто интересным занятием, а работой, профессией, за которую можно будет получать какую-то зарплату, ну и там дальнейшие бонусы и плюшки. Ты думаешь, проблема только в том, что мало информации? Ну, я думаю, в первую очередь, да. А следующая проблема, в головах. У нас довольно инертное общество, и это приводит к тому, что часть людей не стремится себя реализовывать. То есть какой-то уровень, на котором они зависают, и вроде как и хорошо. То есть, есть пенсия, и хорошо. Там есть какой-то там сторонний доход небольшой, тоже хорошо. Как сделать, чтобы было лучше? Тут вопрос. Для этого нужно переступить через себя, и получить информацию об этом. Чтобы получить информацию, нужно опять-таки что-то сделать, чтобы ее найти, поскольку до тебя ее не доносят просто так. Поэтому я здесь. А ты сейчас говорил о людях с инвалидностью. Но на Да, самом в первую деле очередь. это звучало очень все универсально. А так и есть, так и есть. К сожалению, так и есть. О чем бы ты хотел, чтобы те, кто увидит твою историю, наш сегодняшний разговор, задумались, может быть, что-то изменилось в сознании, в первую очередь? Чтобы все там встали с дивана, взяли ракетки в руки и вышли на корт. Хотя бы просто задумались, хотя бы увидели то, что можно как-то иначе. То есть то, что есть вариант выбора того, как ты будешь существовать в ближайшее время. И чтобы понимание того, что можно начать с нуля и получить и спорт, и поездки, и общение, и зарплату, и, не все на свете, конечно, но какой-то кусочек счастья – это возможно. Но для этого нужно приложить усилия. Это, наверное, основной посыл.